Всем привет, вы на канале Lazarus Gaming, и это завершающее видео по Assassin's Creed Origins. Сегодня я расскажу, как пройти игру на 100% синхронизации и как поучаствовать во всех существующих активностях. Также вы точно узнаете много нового, то, о чем раньше не думали и не замечали. Но только если досмотрите видео от начала до конца. Если вы подписаны на канал, не забудьте поставить лайк, ну а если не подписаны, самое время подписаться. В отличие от предыдущих частей игры, в Origins была убрана возможность отслеживать прогресс внутри игры. Теперь это можно сделать только в приложении Uplay в статистике. Называется эта строка «Прогресс». Если вдруг статистику решат не поддерживать через какое-то время, вам останется опираться только на данное руководство. Итак, что же нужно сделать, чтобы получить 100% прогрессию? Вам нужно пометить галочками всю карту, то есть выполнить задания в каждой зоне, такие как собрать сундук, убить капитана и так далее, чтобы все зоны были отмечены как пройденные. Чтобы найти все зоны, вам также нужно открыть 58 точек обзора. В итоге вы должны получить достижение старой привычки. Если вы его не получили, значит вы пропустили какую-то точку. В конце видео покажу всю свою открытую карту, внимательно сверяйте со своей. Более подробно про точки, которые можно упустить, расскажу далее. Также нужно выполнить все задания основной игры, всего их 131, 6 заданий, из которых это дополнительный контент. Я не смог установить, влияют ли эти 6 заданий на прогресс, но по идее не должны. Так что если вы выполнили 125 заданий, а 100% еще нету, попробуйте выполнить те из доп. Заданий, что доступны в вашем издании. Список всех заданий будет показан далее в видео, и вы сможете сверить со своим списком. Также в игре есть скрытые квесты, которые не показываются на карте, если к ним не подойти близко. Такие как квест 4 уровня «Пленники в храме». Чтобы взять его, надо освободить одного из пленников в храме Сивы, там где надо убить Медунамона. Квест 19 уровня «Все твое мое». Чтобы увидеть этот квест, надо открыть точку обзора на пирамиде в Гизе, только тогда с нее Байк заметит избитого торговца. Причем, если квест не был взят и пропал, надо снова залезть на пирамиду и сделать синхронизацию. Следующий квест 26 уровня — это невеста, находится он в регионе Фаюм. Чтобы взять этот квест, надо выйти из города Сакнапа и Снасос через западный проход, тогда Байк увидит на горе одинокую женщину. Еще один спрятанный квест 31 уровня называется «Насыпной груз», находится он тут в Номе Гераклион. Также в Александрии есть квест 32 уровня «Колыбель для кошки». Он не скрытый, но легко может быть пропущен, ведь вы уже можете быть далеко от Александрии на этих уровнях. Ну и еще один квест вы получите после убийства первого Филокита. Прохождение абсолютно всех квестов по уровням и в полном стелсе на максимальной сложности есть прохождение в соответствующем плейлисте игры на канале. Для 100% не нужно брать максимальный уровень, полностью прокачивать снаряжение, открывать все способности, проходить ипподром и арену, разрушать статуи Птолемея. Также не нужно находить все клады с папирусов, достаточно их только собрать. Если же вы сделали все квесты и открыли всю карту, а у вас показывает 99%, то скорее всего у вас установлены DLC. После того, как вы начнете выполнять первый квест дополнения «Незримый» и прибудете в Синай, у вас будет 100%. Чтобы получить 100% прогресса в дополнение «Незримые», вам надо выполнить все 14 заданий. Чтобы получить 100% прогресса в дополнение «Проклятие фараонов», вам надо выполнить все 38 заданий. Прохождение этих двух DLC в полном стелсе также есть на канале. Для начала расскажу про издание игры и весь дополнительный контент, который можно купить. В игре доступен платный контент. Это наборы Deluxe Pack, наборы Город Центурион и еще есть Season Pass, а также два DLC, это Незримые Проклятия фараонов. Также ранее были наборы Twitch Prime Pack, он же Predator Pack, Mercenary Pack и Tribal Pack. Также были отдельно выпущены дополнительные задания, некоторые уже после выпуска игры с патчами. Также спустя какое-то время был добавлен режим для арены Орда, режим исследовательского тура и режим новой игры плюс, где вы начинаете игру с самого начала, но с сохранением вещей предыдущей игры. Также был добавлен режим взлома Анимуса, где можно настроить игру под себя. В данный момент его сломали и он не работает. В Deluxe Pack входит задание «Морское сражение», 3 очка развития навыков. Набор «Пустынная кобра». Это костюм «Пустынная кобра», маунт «Клыкач», хопиш-клык, булава Ока-Попа, а также змеиный щит. В набор гор входит костюм «Одеяние гора», щит «Солнце и луна», маунт Апоп и 2 лука «Полумесяц» и «Восходящее солнце». В набор «Центурион» входит костюм «Доспехи Центуриона», маунт Люций, топор Divided Impera, меч Глаз народа и щит «Терпение все превозмогает». В Season Pass входит 2 DLC «Незримые» и «Проклятие фараонов», набор Горы Центурион, а также меч Клинок Погибели и 500 Хеликс. Дополнение «Незримые» содержит повышение уровня до 45-го, улучшение экипировки на 1-2 уровня, 14 квестов и новую зону для путешествий.
Дополнение проклятия фараонов содержит повышение до 55 уровня, улучшение экипировки на 1-2 уровня, 38 квестов и новую зону для путешествий. Twitch Prime Pack ранее был доступен тем, кто купил на Твиче подписку. Сейчас же все вещи из него переместили в игровой магазин, а костюм в Uplay. Он содержит костюм Агилара, маунта Приятель, меч Бессмертный, лук Вага и копье Адамантитовый Тростник. Мерценери пак давался тем, кто делал предзаказ игры. Теперь все вещи из него также перенесли в донат-магазин. Он состоит из меча Эспада, лука Стремительная Ветвь и щита Парма. Tribal пак давался тем, кто делал предзаказ специального издания игры. Теперь он также в донат-магазине. Он содержит маунта Мудхерти, щит Саванна, скипетр Ритуальный Жезл и булаву Сокрушитель Черепов. Также в игру были добавлены дополнительные задания. За предзаказ давали задание 23 уровня «Секреты первых пирамид». Позже его перенесли в награды Uplay. Задание «Морское сражение» для обладателей Делюкс издания. После с патчами были добавлены ежедневные задания Реды и испытания богов, а также 3 квеста. Это задание 35 уровня «Новая угроза», являющийся приквестом основной игры к дополнению «Незримые». Задание 36 уровня «А вот и новый участник», которое вводит в игру новый режим арены Орда. И задание 40 уровня «Свет среди дюн», которое является приквестом основной игры к дополнению проклятия фараонов. Также было добавлено задание 23 уровня «Дар богов», которое является отсылкой к игре Final Fantasy 15. Теперь расскажу о изданиях, доступных на сегодня. Это обычное издание, которое содержит только основную игру. Deluxe издание, которое содержит игру и набор Deluxe. Также есть Gold издание, которое содержит весь вышеперечисленный и весь доступный на сегодня контент. Вам придется брать Gold, если хотите собрать все оружие и сделать абсолютно все квесты. Советую брать Gold только когда будут скидки. Лично я урвал игру за 600 с чем-то рублей. 500 Helix, которые дают с Gold изданием, я потратил на открытие всех гробниц, убежищ, отшельников и кругов камней в одном наборе. Остатки можете потратить на оружие, которое долго не сможете выбить. Ну, например, вы собрали все оружие из шопа, но какое-то одно долго не падает. Можете его докупить в шопе. А вообще все, что есть в донат-магазине, можно получить без доната. Давайте рассмотрим дополнительные активности и что же еще можно поделать на просторах игры. Зачистить всю карту, включая статую Птолемея для опыта. Также зачистить карты дополнений. Открыть все 58 точек обзора в основной игре, 4 в дополнении Незримой и 16 в проклятии фараонов. Не все локации открываются с помощью точек обзора в основной игре. Легко упустить точки пещеры Хатепа во впадине Катара. Это место, где находится Лейла Хасан в нашем времени. Также легко пропустить пристань Дионисиаса. Еще локация с трудным названием, которая находится под Сфинксом. А еще вам надо посетить убежище ассасинов после прохождения игры. Оно тоже считается за точку. В убежище вы можете почитать свитки, которые напомнят вам об активностях игры, такие как слоны, арена, филокиты и так далее. А также там можно почитать истории о друзьях Пайка, тех, кто стал в какой-то степени ассасинами. Также там есть торговец, его ассортимент меняется раз в сутки, либо когда получаете новый уровень. У него можно купить бесконечные таблички опыта, таким образом деньги можно переводить в опыт для прокачки навыков. В предыдущих играх серии мы могли улучшать и украшать наше убежище. В этой же части мы получаем доступ к нему в конце и сделать с ним ничего не можем. Также внешне оно никак не украшается. Видео о нахождении всех гробниц, убежищ отшельников и кругов камней есть на канале. Выполните абсолютно все квесты, всего их 183. 131 квест содержит основная игра, 14 квестов Незримой и 38 квестов Проклятия фараонов. Вот полный список всех квестов в игре по возрастанию уровня. Квест Помпей Магн почему-то всегда оказывается сверху, но его вы выполните по сюжету в любом случае. Видео с прохождением абсолютно всех квестов есть на канале. Режим «Новая игра плюс». Советую его начать сразу же, как выполните все 183 квеста основной игры вместе с дополнениями. За прохождение сюжета в новой игре плюс вы получите костюм. Почему советую сразу? Ну, во-первых, чтобы не зачищать сезоны по 2 раза. Хотя если вам нужно больше опыта, то советую зачистить, ибо при новой игре прогресс сбрасывается и вам надо будет проходить все по новой. Ну а еще вы быстрее прокачаетесь на сюжетных квестах и в новой игре плюс будете при прохождении набивать дополнительные очки после 55 уровня. Возможно, вы когда-нибудь задумывались, что будет, если после получения костюма за новую игру плюс пройти еще одну игру плюс. Инфы об этом в Винете я не нашел, так что я лично проверил и прошел весь сюжет 3-й раз. Ничего не дают. Имеет смысл только если вы хотите прокачать и усилить способности Байка еще больше. Теперь вы знаете ответ и вам не надо тратить на это минимум 6 часов. Также можно пройти всю арену Крокодилополиса и Киренайки, а также ипподром на обычном и элитных режимах. Видео прохождения есть на канале, где-то я даже ставил рекорды. Найти все клады с папирусов, в основной игре и в дополнении Незримые, а также найти мифы фараонов, проклятие фараонов. Видео нахождения всех сокровищ также есть на канале.
Взять максимальный 55 уровень и развивать навыки мастера. После 55 уровня каждые 20 тысяч опыта вы будете получать 1 очко навыка. Их получение бесконечно, как и развитие навыков мастера. В игре есть достижение, в котором написано, что вы взяли 20 уровень и осталось еще 8880. Но это не значит, что уровней 8900. Их, как я уже сказал, бесконечно. Полностью улучшить экипировку Байика, такую как скрытый клинок, перчатки и так далее. Это 5 и 10 улучшений в зависимости от типа вещи. Каждая DLC добавляет по 1 и 2 улучшений. В итоге максимальный уровень в 2 DLC будет по 7 и 14 улучшений вещи. С каждым улучшением вид вещи меняется, Байик становится все более красивее одет. Собрать всех маунтов, костюмы и все доступное в игре оружие. Руководство по сбору данных вещей я вынес в отдельное видео, чтобы не делать это видео длиннее на 30 минут. Там я рассказываю, как собрать каждую вещь и где ее найти. Ищите их в плейлисте игры, подсказка в начале видео, а ссылка на одно из видео в конце этого ролика. Также оставлю ссылки в описании. Каждый день выполнять сетевые задания. Они доступны только когда у вас лицензия и вы подключены к интернету. Это ежедневные задания реды, всего их 8 типов. Цели выбираются случайно. Они бесконечны, но выполнять можно только раз в день для одного сейва. Видео тоже есть на канале. Также вы можете выполнять задания мести. Это задания, в которых написан ник умершего игрока и далее, что он ждет мести. То есть какой-то игрок умер в этом месте в своей игре и вам предлагается отомстить его убийцам в своей. То есть вы как бы находите трупы других игроков, ассасинов и мстите за них. Также выполнять еженедельные задания и испытания богов, обычные и сложные. Кроме 5 вещей за 4 недели, они потом будут давать опыт и немного денег. Также можно выполнять испытания сообщества. Когда я начинал играть, они работали. Потом их сломали новой системой Connect, теперь же они все починили и вещи можно выбить легально. Хотя я уже нашел способ их достать в игре и хотел им поделиться и хайпануть. Ведь на форумах многие просили вернуть вещи, которые они не успели достать. Но юбики все исправили и теперь в этом нет нужды. Для получения награды достаточно убить хотя бы одного бога, но чтобы получить награду надо, чтобы все игроки убили в сумме 10 тысяч. Так что чем больше вклад каждого, тем быстрее. После того, как наберется 10 тысяч, заходите в Uplay Connect забирать награду, а потом заходите в игру, чтобы ее получить. Если настанет следующая неделя, а вы не взяли награду, возможен вариант, что вы ее упустите и придется потерять 1 неделю, так что советую не рисковать, а забирать вовремя. Всего вам надо будет 4 недели, чтобы получить 4 вещи и костюм. Последующие выполнения испытаний будут приносить только опыт к вашему уровню Uplay. Датчик прогресса испытаний сообщества может глючить, показывая то 100, то 40, то 20. Если у вас так же, остается смириться, как починили, так починили. Датчик испытаний уже сделать невозможно, он будет заполнен только у тех, кто прошел игру до ввода системы Connect. Также вы можете пройти интерактивный тур по Египту. Пройдя все доступные туры, вы не только узнаете много нового из истории Древнего Египта, но еще и получите белую сену в основной игре. Включается она вот этим значком, который появится в инвентаре. В настоящем времени можно собрать разбросанные страницы, а также вы можете заметить наклейки на вещах и предметах. Это было добавлено с квестом Дар богов, и это тоже отсылка к Final Fantasy 15. Всего страниц 4, первые 2 лежат по дороге из пещеры, они появляются при первом пробуждении Лейлы. 2 других можно найти во втором пробуждении, когда Лейла находит Аю. Одна из страниц будет в паутине в коридоре, по которому карабкается Лейла, чтобы выбраться в основную пещеру от Аи. Они добавляют информацию в базу данных на ноутбуке Лейлы. Прочитав там все, можно почерпнуть много инфы по миру игры. Видео с полной базой данных есть на канале. Также вы можете просто бродить и любоваться красотами мира, и находить интересные места. Более подробно о том, что я нашел в игре, я расскажу далее. Расскажу лишь про те достижения, которые могут вызвать вопросы. Я легенда. Вам надо быть одетым во все легендарное обмундирование, включая маунта и костюм. Голову напекло. Чтобы получить это достижение, придется бродить по пустыне и ждать именно эту галлюцинацию. Она может появиться как сразу, так и через несколько часов. Более подробно о галлюцинациях расскажу далее. Тебе конец. Нужно добить босса ударом с накопленной яростью, так чтобы он умер именно от урона этого удара. Рубака. 3 врага с малым количеством жизней должны умереть от одного обычного удара. Если возникают проблемы с этим достижением, просто оденьте мощное оружие на 55 уровне и придите в силу на обычной игре. Соберите 3 врагов вместе и убейте их. Лучше использовать оружие с широким замахом, например копье. Тень Египта. Как тут и сказано, надо убить врагов, будучи незамеченным. Если вы плохой стелсер, просто убивайте врагов луком хищник издалека, при этом лучше по одному, чтобы второй вас не заметил при выстреле. Либо 2 и больше, но с такого расстояния, с которого невозможно увидеть стреляющего. Шмяк. Тут вам надо за всю игру разбить 100 разрушаемых объектов, таких как разнообразные кувшины, двери и так далее. Свидание вслепую. Можно сделать вот тут. Приручаете льва и ведете к местным крокодилам.
Где мой черный флаг? В зачет идут не любые капитаны, а только капитаны кораблей. Слишком много условий. Сделать это достижение можно вот так. В любом месте, но враг должен быть 35 плюс уровня. Сокращай, вновь используй, перерабатывай. Чтобы сделать это достижение, советую вам с самого начала игры собирать все, что можно из безделушек и не продавать их как минимум до конца игры, а как максимум до конца игры плюс. Перед продажей посчитайте количество. Вам надо разом продать 100 штук и более. Если их меньше, копите, пока не будет 100. Намасте. Чтобы сделать это достижение, мне пришлось промотать 30 раз время в течение одной сессии игры, потому что за все время игры я это делал больше 30 раз, но оно не засчитывалось, поэтому заходим в игру, проматываем время 30 раз, пока играете, и только потом выходим. Мастер на все руки. Описание кривое, более подойдет улучшите 20 предметов. Насколько я понял, в зачет идут предметы, одетые на байки, такие как скрытый клинок, перчатки и броня, но возможно и улучшение обычного оружия до более высокого левела. Проверить я не смог, так как получил его во время прохождения игры. Обычное оружие за время прохождения я улучшал всего 3-4 раза. Который час? Чтобы сделать это достижение, вам надо прыгнуть с обелиска вот тут. В определенное время. Солнце должно показывать вот отсюда и до сюда. На видео видно, когда это можно сделать. Канат Таната. Неверное описание. Вам надо убить не с любого каната, а как показано на картинке с подвесного, с которого байк может катиться. На видео видно, как это сделать. Побег из тюрьмы. Достижение получается за освобождение людей из клеток в лагерях. Причем работает даже в основной игре. Командная игра. У вас должно быть выучено умение атака орла, пассивный эффект, в котором дает Сену во время боя возможность самой нападать на врага. Вот именно в момент, пока враг отвлечен Сену, вам надо убить его выстрелом в голову. Археолог. Неверное описание. Надо закончить все туры из категории быт. Темная лошадка и жало легенд. Как получить маунты и костюм, рассказываю в видео про маунтов и костюмы. Ищите в плейлисте игры. Пироман. Мумиями называются громадные стражи в проклятии фараонов. Выглядят они вот так. На данном видео показываю, как сделать это достижение. Дорожная ярость. Делать это достижение лучше на самом легком уровне игры. На кошмаре сделать это нереально. Вам надо сравняться с колесницей и нажать Е плюс стрелку в ее направлении. Круговорот жизни. Просто ложим труп хищнику и убегаем. Как только он от вас отстанет и начнет его есть, достижение засчитается. Бум. Тоже лучше делать это достижение на легком уровне игры. Есть информация, что надо выучить навык «Опыт за убийство инструментами», иначе убийства могут не засчитываться. Вам надо убивать врагов от взрыва красных горшков. Сделать это можно несколькими способами. Усыпляем врага рядом с горшком и стреляем огненной стрелой. Второй вариант: вырубаем врага кулаками, либо в бою, либо скрытно, подносим горшок и стреляем. На этом видео видно, каким образом это можно сделать. Просто ночью вырубаете стражников в одном месте. Помните, что живых врагов нельзя перетаскивать, поэтому вам придется вырубать их около горшков. Делайте так, чтобы они оказались рядом, если это большие горшки. Если горшки маленькие, то тащите их и бьете огненной стрелой. Если у вас нету лука с огненными стрелами, зажигайте стрелу от любого костра или даже от своего брошенного факела. После этого можно погибнуть от огня и начать в этом лагере заново. Сразу предупреждаю, что могут быть спойлеры. По окончании игры мы узнаем, что Ая стала Амунет.
Также во второй части игры под виллой Эцио есть статуя Амунет, в которой говорится, что это древний ассасин из Египта, убивший Клеопатру с помощью змеи. По истории мы знаем, что Айя отправилась в Рим и создала там ячейку ассасинов. Но тут возникает вопрос, если мы находим Айю захороненной вместе с Баеком, то чья могила находится в Риме? Ведь Эцио находит останки раньше, чем Лейла, значит это не могут быть останки одного человека. На вилле Аудитора на самом деле статуя Айи. Тут все верно, она была создателем римской ячейки, но как мы помним, мы нашли ее похороненной вместе со скрытым клинком. Похоронить ее с ним ей обещал Баек. Обещай похоронить меня вместе с клинком. Я не хочу быть беззащитной в полях Иал. Обещаю. А здесь мы с Айей прятались после того, как полюбили друг друга. Тут родилась наша любовь. Быть может, тут и умрет. А значит, хоронил ее именно он. Также он сам был похоронен вместе с ней в одном месте. Об этом свидетельствует их ДНК в Анимусе. Получается, что мощи в гробнице в Риме это просто символ, и там не захоронены все эти великие ассасины из разных эпох и времен. Возможно, там захоронены обычные ассасины, как-то отличившиеся во время их жизни. Настоящая Айя лежит с Баеком во впадине Катара в пещере. Если повторно после прохождения игры прийти в храм Предтеч под Сивой, можно услышать монолог странника. Вот они, очнувшиеся ото сна, один за другим, так много, целая армия. Мы потушили пламя. Знание вернется, рано или поздно. Око, храмы, хранилища и яблоки. Но сколько еще невежд будет использовать эту силу? Пока вы прозреете, могут пройти века. Кто стоит в этой зале? Наконец-то сюда пришел свет. Но я боюсь, что кровь твоя темнейшая из теней. В игре можно встретить бюсты греков. В одном из них можно проследить сильную похожесть на Кассандру. Кстати, Айя тоже была гречанкой. А помните малыша Эсио из Киринайки? Его можно встретить в дополнении проклятия фараона в деревне контрабандистов. Место находится вот тут. Возможно, кто-то уже видел эту беседу, если смотрел мое прохождение проклятия фараонов. Баек, это правда ты? Не могу поверить, блоха Кирены тут, в Абу. Нет. Малыш Эсио? Уже не малыш. В доме Фана можно найти картинки из Камасутры. Также из окон некоторых домов можно услышать стоны, указывающие на то, что люди заняты делом. Позднее из игры были убраны такие моменты, в том числе те, где партнеры были одного пола. Собрав все папирусы, вы получите таинственный папирус, где автором является пастух. Это отсылка к произведению Паула Коэльо «Алхимик». Там главный герой тоже пастух. Помню, в 2000-х была игра «Пророк и убийца», которую издавала 1С. Тоже по работам Коэльо. Это был квест от первого лица, где были крестоносцы и пустыня, как и в первом Ассасине. В игре можно найти интересное место, где лежат железные колеса и череп с короной. Есть информация, что колеса – это отсылка к Синдикату, а череп – к Black Flag. Но если честно, этот череп больше похож на череп Watch Dogs Legion, хотя на короне нету крестов. Также есть версия, что это отсылка к игре Ubisoft Skull and Bones. Этот череп можно поджечь. Находится это место тут. Если у вас есть другие догадки, напишите в комментариях. После прохождения сюжета проклятия фараонов, мы можем найти тело Сутеха, потомка Рамзеса, которому мы отдали яблоко Эдема. Таким образом, история дальнейшего нахождения яблока остается неизвестной. Умер ли он своей смертью от этих змей, успел ли он спрятать яблоко или у него его отняли, остается лишь гадать. Нет. Это что, Сутех? Он не заслуживал смерти. Реликвии тут нет.
Надеюсь, он надежно ее спрятал. Место находится вот тут. В третьей части игры мы могли найти иероглифы. Первый из них египетский, второй греческий, а третий вроде как японский. По сути, уже вышли Египет и Греция. Вальгалла тут не попадает, но ходят слухи, что следующая игра будет в Японии. Галлюцинации в пустыне. Бродя по пустыне, можно встретить разные галлюцинации. Всего их более 25. Это и звуки с останками древней битвы на слонах, и падающая комета, и дождь из жуков, и восставшие из мертвых солдат, нападающие на Байка, и даже сам труп Байка. У меня не хватило времени и терпения поймать их все, потому что кроме различий по типу, у них есть различия по персонажу или цвету. Например, вы можете встретить цветок в пустыне, а он будет разного цвета. Также можно найти женщину с цветами на земле. Каждый раз цветы рядом с ней могут быть разного цвета. Или за вами в седле может появиться персонаж, сначала один, а потом другой. Также они могут просто бродить по земле или стоять. Причем это может быть хоть Медунамон, хоть Рабия, хоть воин Анубиса или даже огромный Септимий. Вы можете встретить несколько видов оазисов разных размеров, от маленького до большого. Также можно слышать разные звуки. Есть отсылки к Моисею и горящему дереву. А также строки из Исхода, которые читают разные голоса, женский и мужской. Также саранча и дождь из Скоробеев, отсылка к 7 казням египетским. Можно встретить идущих или показывающих куда-то мужчину, либо женщину, которые в конце пути садятся на отдых. А еще всадника на верблюде или лошади, в конце он тоже садится на отдых. Также есть история с шарфом, который был потерян. В пустыне можно наткнуться на летающий шарф. Если прийти вот сюда, можно найти тело и письмо. В нем говорится о том, что буря разлучила двух влюбленных. У девушки с именем Мутемуи был платок. Далее нам надо прийти в эту точку и найти платок. В пустыне можно встретить летающий платок-галлюцинацию. Если идти за ним, можно слышать песню Мутемуи своему любимому. Также во время того, как вы пойдете за платком, может начаться буря. Если не упустите его, он приведет вас на какое-то открытое место, возможно именно там и находится тело девушки. С этого места хорошо видно звезды, как и было написано на платке. Я хотел сделать отдельно видео по галлюцинациям, но потом понял, что это займет очень много времени, при этом не факт, что я обнаружу все галлюцинации и не упущу ни одной их истории, поэтому делюсь с вами этими небольшими наблюдениями кратко в рамках этого видео. Чтобы вы понимали, что за такими мелочами могут крыться целые мини-истории, если пожить и поизучать этот мир. Какой-то разработчик может спрятать что-то маленькое в этом огромном мире, и лишь единицы найдут это, а еще меньше узнают, что это значит. Как история с шарфом или череп с колесами. Локация в игре очень большая, кто знает, сколько еще интересных мест и историй спрятано в этой большой земле. Если вы нашли что-то, о чем я не упомянул, пишите в комментариях, будет очень интересно узнать. На прохождение всей игры полностью, потом новой игры плюс тоже полностью и еще одной новой игры плюс чисто по сюжету, плюс время, что я потратил на исследование мира, плюс ежедневные квесты и все дополнения с полной зачисткой, я потратил более 310 часов чистого игрового времени и могу на 100% утверждать, что прошел игру на все 100. Напишите в комментариях, как много вы прошли в данной части игры и сколько времени это заняло у вас. Как и обещал, показываю свою полностью открытую и зачищенную карту.
А на этом все. С вами был Лазарус. До новых встреч.